Сегодня мы летим в самый солнечный и самый южный регион Украины – Одессу. Хорошо. Let's go! Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Тараненко, и это проект Visit Ukraine. Сегодня мы находимся в международном аэропорту Борисполь. И сегодня мы летим в самый солнечный и самый южный регион Украины – Одессу, а точнее в Одесскую область. Сегодня мы вам покажем, что можно посмотреть и куда стоит приехать зимой или в холодное время года именно эту самую солнечную часть Украины. Вылет у нас в 10:20, сейчас на часах 9:40. Ну что, let's go! Мы летим компанией Windrose, которая соединяет 8 городов Украины. И на самом деле у них самые приятные цены. Билеты от 670 гривен. Ребята летают из аэропорта Борисполь. А также у них есть крутое предложение для тех, кто летает много и часто. Например, как я. У них есть авиапроездной, который стоит намного дешевле, чем каждый билет по отдельности. А еще у нас прямо сейчас есть с ними совместная коллаборация по коду Visit Ukraine. Вы можете непосредственно получить 10% скидку на каждый билет. Ссылочка в описании. Привет, Одесса! Привет! Отличный новый аэропорт Одессы нас встречает, друзья. Тут не так людно, как в Киеве, но все же здесь есть жизнь. Если вы собрались ехать в Одессу, выберите самолет и прилетите сюда. Посмотрите, какой классный у них аэропорт. А мы, на самом деле, с вами приехали в реальную зиму. Сейчас будем ехать в область, и я вам все расскажу. Мы прибыли в Шаба, 1822 год. Ребята, это очень эксклюзивный и очень крутой завод вин. И не только вин, но и шампанских вин. Давайте же посмотрим, как там внутри. Друзья, мы находимся на территории завода Шабо, 1822 год. Именно здесь делают одно из самых популярных напитков в Украине, в том числе игристые вина. Вино в этом регионе производят с 1822 года, и он является древнейшим винодельческим регионом Европы. Само предприятие Шаба было одним из крупнейших во всем Советском Союзе. Для того, чтобы приготовить то самое вино, нужно взять тиражный ликер, это такая винная смесь, добавить туда тростниковый сахар и специальные шампанские дрожжи. Это специальный такой набор. И, собственно, потом эта вся смесь начинает бродить и вырабатывать то самое вино. Существует очень интересное суждение, что когда мы с вами открываем бутылку с вином игристым, да, наливаем в стакан, у нас появляются маленькие пузырьки. И вот чем меньше эти пузырьки, тем качественней сам продукт. Современный винодельческий комплекс Шаба появился в 2003 году. Вина здесь производятся исключительно из отборного винограда и экспортируются в 17 стран мира. Вторая комната – это так называемые ясли для винных дрожжей. Они находятся вот там наверху. Именно там сначала готовится та самая смесь, потом в дальнейшем вот этих вот больших резерваций находится вино. А мы с вами, друзья, знаем, что шампанские вина состоят из разных видов вин, и потом уже это все переходит в акротофор. А для того, чтобы посмотреть на масштабы, мы сейчас поднимемся наверх и покажем вам панораму вот этого производственного помещения. Мы поднялись наверх. Именно отсюда можно увидеть мощь этого большущего завода. Акротофоры, емкости для разных видов вина. Это комната и эта часть завода производит в год 7-8 миллионов бутылок.
За этим стеклом производят классические шампанские вина по классическому методу шампанизации. Обратите внимание на бутылки. Именно здесь в специальных формах стоят бутылки, перевернутые вниз. В 2009 году компания Шаба открыла первый в Украине центр культуры вина Шаба, который призван повышать культуру потребления благородных напитков. Подошли к экспозиции тех самых игристых вин, которые производит Шаба. 2 года назад в Нью-Йорке на выставке получила приз «Лучшее вино в своем классе» и «The Best of the Show». То есть лучшее вино вообще в шоу среди 50 тысяч образцов. Стоит вот 94 гривны на полку. Это уже вина высокой гаммы, это Важа Гранд Резерв и Гранд Крю. Это уже высокая гамма, ограниченные тиражи всегда, до 6 тысяч бутылок. Классические шампанские сорта винограда французские, Шардоне, Пино Нуар, Пино Блан, Рислинги. Вот эти вина Гранд Резерва стоят 489 гривен на полке. Среди подписчиков мы разыграем бутылочку отличного премиального игристого от Шаба. Комментарий, подписка и обязательно история о том, какие вина любите вы. На территории комплекса на самом деле очень много разных интересных локаций. Вот это, например, фонтан Диониса. В зимнее время он не работает, но весной и летом это одна из туристических достопримечательностей этого завода. Отделение приема и переработки винограда. Отсюда тонны винограда приезжают вот в эти отделения. Виноград уже попадает вот через эти сопла сюда. И здесь он прессуется. Это такие пресс-машины, назовем это так. И потом уже сок винограда попадает вот в те резервуары, которые мы с вами видели на улице. Там это все отстаивается, уже оседает осадок, и чистый сок винограда идет дальше на производство вина. Очень интересная история. Я спросил, почему украинские вина считают какими-то, может быть, не такими качественными. Кто-то кричит, что у нас вообще порошковые вина. На самом деле это неправда, это миф. Друзья, все вина, как минимум этой торговой марки, исключительно натуральные. И очень важно понимать, что порошковые вина, во-первых, это очень дорогое удовольствие, во-вторых, это удовольствие, которое не может себе произвести какое-либо другое вино. А еще, понимаете, в чем суть? Суть в бренде. Чем дороже бренд, чем, соответственно, дороже цена. Друзья, мы в музее. И начинаем мы музей с первой локации. Это кинотеатр. Здесь вы можете узнать про всю историю Шаба. Видео доступно на украинском, английском, русском языках. С самого начала история культуры вина. В музее есть уникальная локация – подвалы с старинными бочками. Этому подвалу более 200 лет. И бочки с того же периода. На самом деле очень интересное место. Это была экскурсия на заводе Шаба. Мы показали вам всего 30% того, что вы можете увидеть сами, приехав сюда в весенний либо летний период. Также, друзья, приезжайте сюда прямо в это время и увидите то, что увидели мы. Друзья, мы обещаем, что мы в следующий раз приедем сюда весной и покажем вам больше локаций и больше разных сортов вин. А мы идем дальше. По курсу у нас Черноморка. Черноморка – это рай для любителей рыбных блюд. Это не просто рыбный ресторан. Ребята сами ловят рыбу из Черного моря и сразу же готовят ее для вас. Барабулька, ставритка, камбала, атерин, кефаль, скат, анчоусы, сельдь, хамса, бычок, креветки, мидии, рапаны и даже устрицы. Мне уже не терпится это все попробовать.
Но это еще не все. Здесь вы можете заказать эксклюзивную экскурсию и мастер-класс. Вместе с рыбаками Черноморки выйти в море на рассвете, ловить рыбу, потом вернуться, самостоятельно приготовить свой улов под чутким руководством шеф-повара и наслаждаться трапезой у причала с бокалом пива или просекко. Одно из главных мест для посещения и обязательная точка для вашего маршрута по Одесской области – это Черноморка. Белгород-Днестровский район – место вкуса и место невероятных и очень крутых видов. Справа море, а слева прекраснейший стол. И мы с Касилием сейчас вам расскажем, чем нас сегодня будут кормить. Какая же Черноморка, друзья мои, без юшки, без рыбной юшки. Это нереально круто. Гречка с рапаной. Мы уже проголодались, да, мой друг? А вы приезжайте. Здесь можно узнать все о черноморской рыбе, тонкостях рыболовли, как правильно чистить и разделывать рыбу и морепродукты, узнать интересные и уникальные рецепты приготовления. А сейчас я вам хочу показать интересную историю. Казалось бы, обычные и самые простые контейнеры, те самые, с которых из Китая приходит очень много всего. Ребята их переделали, поставили качественные двери, сформировали утеплитель и сделали из них номера. Все потому, что есть у них тур, который начинается в 5 утра, а я, пока еще не стемнело, покажу вам, как выглядит эта локация с высоты. Это тот самый мастер-класс, в котором вы обязательно должны принять участие. И то самое место, куда вы должны приехать и совершить этот ритуал. А мы начинаем. Да, один из мастер-классов у нас мастер-класс о мидиях и о устрицах, да? Вот. Мидии растут и размножаются вот таким вот образом. Я помню. Это называется борода. Борода. Да, и вот за них цепляются маленькие мидии и начинают расти. Вот так. Средний возраст мидии от 3 до 5 лет в Черном море. А возраст мидии мы можем определить, как и у дерева. Вот если мы их так под наклоном, по количеству кругов. По количеству кругов, да. Вот этой мидии, например, 4 года. Рапана – это большой-большой вредитель Черного моря, поскольку он съедает все, и в том числе мидии. Да? Мидии – это Он хищник, получается? Да, рапан – это хищник. Так. Видите, очень много всего. Кроссовки забыли. Кроссовки сейчас найдем. Вот этот вот давайте попробуем. Друзья, одна из самых интересных локаций Черноморки – это чаны у моря. Чаны у моря. Мы, конечно же, дождались, когда все потемнеет, потому что по-другому не получилось, но мы постараемся вам все показать. Итак, мы подходим к морю. Слышите, оно шумит? А вот тот самый чан. Внутри 250 видов растений, причем местных и очень полезных. Чувствую себя раком и петрушкой. Сними море, сними море, чтобы люди знали, что я это делаю ради них. Подписка, колокольчик! Хорошо, хорошо. Друзья, это был наш бросок в Черное море. Февраль месяц, 6 градусов тепла. Кулинарный мастер-класс от ребят из Черноморки. Вот так? Или... Вау! Его надо вот как картошку жареную, понимаете, да? Unbelievable. Кто же вылетит на этой неделе? Вирішує Черноморка! Чувствую, коты и собаки уже вот так сидят, лапы потирают. Это был специальный выпуск с Одесской области. Лучшие локации в любое время года. Приезжайте. Обязательно вам рекомендую. Подписывайтесь на канал Visit Ukraine. А летом мы приедем к друзьям и покажем вам, как здесь круто. Нас ждет рыбалка в 5 утра
Нас ждут невероятные приключения, и все это здесь, Одесская область, Украина. А ты прыгнешь в море? Я прыгну, только если они мне скажут, что там нет, А что там нет? ну там скат никакой.